Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы прогуляемся по заброшенной части завода стекла и спустимся в затопленное советское бомбоубежище. Рядом с заводом я нашел огромный актовый зал, который поразил меня своей красотой. Но как только я зашел в здание, меня сразу же заметила охрана, и мне пришлось спрятаться в надежде, что меня не найдут. Приятного просмотра! Походу, я спалился. Там вдалеке действующая часть, а вот эти здания похожи на заброшенное. Ух ты! Это вентшахта. Значит, тут есть бункер. А вот и вход. Задача сандружины. Ой-ой, сколько тут воды. Там ее как минимум по пояс. Слава богу, у меня есть рыболовный костюм. Так что вечером я сюда вернусь. Это вообще похоже на склады. Ух ты! Эта упаковка, кажется, с бутылками. Ну да, здесь внутри стеклянные бутылки. Небольшая мастерская. Различные формы. Календарь 90-го года. Завод стекла. Столик с химикатами. Еще реахимовскими. Это, наверное, была небольшая лаборатория. Сколько всего. Ящик с новыми химикатами. Калий углекислый. Они даже в упаковке поролоновой.
Еще ящик с кремнием. Вот в таких баночках. Здесь около десятка таких ящиков под столом. Комната охранника. Журналы 2000 года. А этот вообще 98-го. С ума сойти. Если честно, как-то не верится, что это заброшено около 20 лет. Остатки какого-то конвейера. Следующий цех. Черное стекло. Тельфер. Сразу проверю. Не работает. Готовая продукция. Стекло. Причем даже уже запечатанное. Для перевозки. А это вообще что? Сколько тут стекла? Причем это все уже современная продукция. Просто десятки ящиков, упаковок с готовой продукцией. Что-то написано, иероглифы. Может быть, это все задумывалось для экспорта в Японию или Китай. Хотя не знаю. Кладовка. Туалеты. Причем с ремонтом. И раздевалка для работников этого цеха.
Возможно, во время просмотра моих фильмов вы задумывались, что же побуждает людей ходить по заброшкам. Диггеры, руферы, сталкеры, кто они? Всех их объединяет тяга к острым ощущениям и исследованию недоступных простому человеку мест. Они спускаются в глубокие подземелья, забираются на крыши новостроек и гуляют по заброшенным зданиям, которые есть в каждом городе. В поиске тех самых эмоций они напрочь забывают про опасность и рискуют своей жизнью и здоровьем. Но невозможно постоянно ходить по лезвию ножа без последствий. Недавно в Москве во время экскурсии по подземной речке погибло 8 человек. Из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды, и группу вместе с экскурсоводом просто затопило. Но почему люди идут на такой риск и выбирают для себя такое опасное хобби? Безусловно, встретить рассвет на крыше высотки, увидеть огромные заводы из прошлого своими глазами и убежать от злого дяди-охранника – это захватывает дух. Но стоит ли так рисковать ради адреналина? Рекомендую к просмотру захватывающий фильм «Экскурсия на тот свет». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. А это уже, кстати, Слушайте, честно говоря, дизеля целые. мне очень страшно. Я не понимаю, как Водка, можно сюда дизеля трезвым раздрочь. зайти. Это просто... Тут каждая деталь, она просто вызывает у тебя ужас. Наступил вечер. Я одел рыболовный костюм и попробую попасть в бункер. Бункер стекольного завода. Судя по следам на стене, раньше здесь было еще больше воды. Глубина уже по пояс. А здесь уровень воды примерно до пупка. Ух ты! Это кровати для людей. То есть бункер, похоже, нетронутый. Просто сильно затоплен. Очень надеюсь, меня не ударит током. Я знаю, это был медпункт. Шкаф с лекарствами. Кое-что даже осталось. Раковина под водой. Тут еще стол. Написано «Начальник службы». Ногами чувствую много предметов. Доски, стулья.
Пусто. Это деталь от вентиляции и плакат по гражданской обороне. Здесь, похоже, был склад, полки и таблички по гражданской обороне. Все самое интересное, к сожалению, под водой. Система вентиляции. Схема ФВУ. Фильтр вентиляционной установки. Да уж, это мне еще повезло, что я пришел сюда осенью. Весной тут, наверное, еще больше воды. Там тупик. Снова под ногами куча предметов. И снова установки для вентиляции воздуха. Вода очень холодная. Туалеты. Блин, здесь могут быть люки в полу. И можно вообще уйти с головой. Убежище довольно маленькое. Думаю, на пару сотен человек. Но гермодвери весьма внушительные. Костюм, на удивление, выдержал погружение, только вот под конец стало уже холодно. Нашел вот такой грузовик. Похоже, заброшенный. Проверим. Закрыто.
Эх. Походу, я спалился. Сейчас расскажу, что произошло. В общем, если коротко, то я спалился, и меня искали. Я пробрался в заводской дом культуры, заброшенный. Увидел открытое окно, но когда залезал, плечом зацепил кусок стекла. Он упал и разбился. На шум сбежались все соседи, зашли в это здание разбираться, кто же сюда залез. Я услышал голоса на первом этаже. Понял, что меня будут искать, и быстренько спрятался под ту сцену. Прямо вот там внизу я лежал и целых 3 раза наблюдал, как меня ищут. Пришло 3 женщины и 1 мужчина. Проверяли все вот эти двери, не открыты ли они, и осматривали помещение. И каким-то чудом, слава богу, они меня не заметили. Сейчас я отлежался в засаде, и прошло уже где-то полчаса. И раз уж так тяжело было сюда попасть, хочу вам поподробнее показать, что это за место. А место это весьма интересное. Очень надеюсь, что внизу никого нет. Будет очень глупо сейчас спалиться. Но вроде как люди отсюда ушли еще полчаса назад. Стулья. Здесь есть очень большой и красивый актовый зал. Гардероб. Блин, я надеюсь, что тут еще датчиков не будет. Пожалуйста. Мне надо попасть в зал. Неужели?
Я чувствую запах плесени. Да! Просто посмотрите на эту сцену. Обалдеть! Нескончаемые ряды стульев. Я бывал здесь год назад, и тогда все было более запущенным и грязным. Может быть, кому-то пришла идея возродить это место. Но это невероятно. Это просто невероятно. Я один сижу посреди огромного пустого кинотеатра. После того, как я еще пролежал около часа под сценой в пыли, и меня не поймали, и я смог сюда попасть, эмоции вдвойне сильные. Я не знаю, как сейчас, но раньше здесь можно было включить свет. Ух ты! Какой музыкальный инструмент! Это рояль? Или что? Эстония. Вот это находка. Некоторые клавиши проседают, а звучит неплохо. Представьте, какие эмоции испытывает человек, который играет на рояле, и его слушает полный зал. Здесь даже прожекторы есть. Занавес. Закулисье. Склад поломанных стульев и прочих предметов. Не, ну согласитесь, это просто нечто. Я надеюсь, что когда-нибудь этот зал вернут к жизни. Электрощитовая. Вот здесь, наверное, можно включить свет. Только надо знать, что нажимать. Из меня электрик, если честно, так себе. Но здесь все стоит на ноликах. Просто попробую включить пару рубильников, посмотреть, может загорится свет. Опа! Здесь свет появился. А в зале пока еще нет. Ладно. Ладно. Я не буду ничего мудрить.
потому что каждая минута нахождения здесь сейчас это риск. Выключил все в исходную позицию. Всадник со щитом. Это, возможно, пульт управления светом на сцене. Я думаю, здесь есть разноцветное освещение. Барабан. Что за чемодан? Пустой. И, похоже, сундук с кое-каким реквизитом. Список предметов в ящике солист. Это же шляпа фокусника. А это что? Прожектор. А в мешке просто одежда. Там все в плесени. Эх, прощай. Пока есть возможность, надо уходить. А прикиньте, открываю дверь сейчас, а за ней меня ждут. За окном люди прошли только что. Фух. Вроде бы никого нет. Слава богу.